Раннее утро, 5 утра. Начало путешествия, отправление в аэропорт. Должен приехать Uber. Водитель Uber пропустил заезд, теперь возвращается. Но дальше вез уже без ошибок. Хорошо жить в большом городе. В любое время подача машины за 3-4 минуты. 20 минут и мы уже в аэропорту. Конец ноября. Рождественские украшения повсюду. Лечу, как всегда, с авиакомпанией Air Canada. Что-то типа Аэрофлота. Регистрация без очереди тоже прошла моментально. Но у меня с собой тулбокс. И его надо сдавать в оверсайз. Книгабаритный багаж. Очень ранний вылет. А так обычно тут в это время года забито лыжниками, теми, кто летит на горные склоны покататься. Багаж сдал. Немного народу и на досмотре. Меня обычно это не касается, я по отдельному пассажирскому потоку хожу. Такое вот табло в форме цветка. За полчаса прошел все досмотры. Идем в зал ожидания. Полчаса хватило, чтобы Air Canada успела задержать вылет на 1 час. Ну что ж, побольше поторчим в зале ожидания, попьем кофе. Зал ожидания от Air Canada для таких, как я, кто часто летает в командировке. Тут и напитки, и есть что перекусить. Этот зал ожидания по типу кафе. Есть другой, более старый. Там обычно слишком много народу. В следующий час зависаем в зале. О, давайте покажу, как горячую воду добывать из такого вот крана. Жмете на одну кнопку, с другой начинает мигать. Жмете то, что мигает. Иногда надо повторить. Или жать обе кнопки в раз. В первый раз понять непросто. Пока кнопку держишь, кипяток льется. Рассвело, и из зала видны поезда. Маленький, синенький, едет в соседний терминал аэропорта, терминал номер 3. А тот, что побольше, зелененького цвета, довезет до центральной станции Торонто. Не шибко популярный экспресс. В центре мало кто живет, там же в основном офисы. Но обещают, что этот экспресс довезет до самого центра Торонто за 25 минут. Все, время прошло, теперь на посадку. Топать в самый конец терминала. Вылет 39-й гейт. В первом терминале 2 части, для внутренних полетов и для международных. Этот для внутренних. И эта галерея отведена для одной компании – Air Canada. Все остальные компании внутри Канады летают с 3-го терминала. Декорации из самолетиков ведут прямо к нашему гейту. Посадка уже началась. Вот на таком самолете и полечу сегодня. Ну вот, не у окна. Зато по центру никого не было. Долетел комфортно. Итак, ориентирование по карте. Мы на другой стороне Земли. Да, если смотреть по часовой разнице, то разница с Москвой 11 часов. По Канаде тоже путь немалый. Лететь из Торонто дольше 5 часов и 3 часа разницы по времени. Из всего этого длинного пути интересен только последний час, потому что становятся видны горы. Окно без шторки, по-модному затемнено. Где-то среди туч мелькает поверхность океана. Соседка у окна его видит и успевает сделать кадр. Облачность достаточно плотная, я океан увидеть не успел, угол обзора не тот был.
Как видите, облака висят низко. Долетел до Ванкувера за багажом. Аэропорт в Ванкувере выглядит попроще, чем в Торонто. Хотя тоже большой хаб и используется для международных полетов. Забавно, что авиаграницу с США я впервые пересекал здесь, в Ванкувере. Когда-то еще до ковида летал в Калифорнию в командировку. Снова коридоры и переходы. Говорят, специально делают такие длинные маршруты для ходьбы пешком за багажом, чтобы ты меньше ждал, ты больше находился в пути и меньше уставал. Вот и чемоданы подвезли. Кстати, быстро сегодня. Багаж получен. Теперь за арендованной машиной. Если надо чаю или кофе, 7-Eleven прямо у выхода. Так, а здесь добавим молока. Британская Колумбия впереди Канады всей по избавлению от одноразового пластика. Для молока специальный автоматический диспенсер. Не в каждом аэропорте переход к парковке крытый. Путь сильных по лестнице. Но если сумки тяжелые, можно спуститься по рампе в обход. Видно, что не сезон. Очередей в пункте проката нет. Ключи от арендованной машины меня уже ждут. Парковка полна машин. Сегодня катаемся на этой беленькой машине. Но сначала осмотр на повреждения. Опа, нашел одно, скол на стекле. Если бы не заметил, долларов на 300 попал бы. Сегодня ездим на Крайслере. 300 это не моя скорость, это модель Chrysler S300. Вот за что всегда его люблю, это вот за эти вот часики аналоговые. Круто, да? Ну, поехали. До университета. А сегодня я еду в университет Британской Колумбии. Самый крутой на западном побережье Канады. Ехать минут 20-30. Но я не хочу вас утомлять и ускорю съемку в 10 раз. Будем как в иллюминаторе самолета глядеть, только вперед. Надеюсь, вас сильно не укачает. Конец ноября, но много зелени, а что-то даже цветет. То ли все еще цветет, то ли уже рассвело. Дороги неплохие, ям нет. Водители вежливые, пропускают, если покажешь поворот. А с высокой эстакады открывается вид на горы. Сегодня горы за облаками.
Вот здесь коварный поворот. Сначала налево, а потом сразу направо. Я не в первый раз здесь еду, и сегодня не промахнулся. Начинается частный сектор с низкоэтажной застройкой. Прям чувствуется, что рабочий день, да? Вот на улице машин-то много. Хоть и Бритиш Колумбия, но осень ее тоже коснулась. Листопадные нападали листьями. Боюсь представить, сколько дома стоят. Частный сектор большой, достаточно долго по нему ехать приходится. Зеленые только хвойные и трава на газонах. Температура сегодня днем около +8. Ночью холоднее. Доехали до парка. Машины на обочине – это люди, которые приехали погулять среди деревьев. Тут можно ехать 80 км в час. А с нашим 10-кратным ускорением съемки скорость как у самолета. Держитесь! Все, едем уже по территории университета. Землю в Ванкувере ценят, и парковки, как правило, многоуровневые. Еду на самый верх, на крышу. Такой вот вид с парковки. Вон, видите, деревянное здание. О нем мы рассказывали на канале. Сделано из массива дерева, многоэтажное. На момент постройки самое большое, самое высокое здание в мире из массива дерева. Учились как надо. На парковке есть лифт. Главное не забыть заплатить за парковку, а то штрафуют. Парковка по номеру машины. И на арендованных машинах всегда пишут на ключах. Вот так вот. Недешево. Оплата картой. Please remove. Опа. И мне нужен, конечно, чек. А, чек вылез. Вот здесь вот. По идее, парковка должна быть тут круглосуточная, при госпитале. Пять минут пешком, и мы будем на месте. Гремит мой тулбокс.
Конец ноября, если что. Вчера в Торонто заехал официально Санта-Клаус. Ну все, мы на месте. Начинаю сервис-визит. Сегодня закончил. Пойду поищу место, где можно поужинать. А может пообедать. Время такое непонятное, около 4 дня здесь, но у нас уже 7 вечера. Бенто-бокс. Вкуснее, чем выглядит. Не думал, что полную бенто коробочку съем. Вот аппетит нагулял-то. Назад идти налегке без тулбокса одно удовольствие. Подсветка прикольная на улице. Парковка где-то там. Вечер нас встречает с закатом. И мы в такой закат поедем в отель. Удалось снять отель в самом центре города. Ноябрь, уже не сезон, и цены доступны. Круговое движение, пешеходы, велосипедисты, зеленые газоны в конце ноября. Все напоминает Европу. Университет находится на полуострове, и сейчас приходится возвращаться в центр. Называется Фир Стрит. Еловая. Начались многоэтажные дома, значит, мы уже недалеко. Прикольно, машина видит пешеходов и пищит, когда видит перед капотом пешехода.
город украсили к Рождеству. Кажется, в каждом большом канадском городе есть Бродвей. Доехали до отеля, получили ключи, и вот машина на парковке. Жаль, что по пути в телефоне, который снимал дорогу, села батарейка. Ну, придется пойти погулять и вечером поснимать в обычном режиме, в режиме пешехода. Только сейчас заметил щетку для снега в машине в Бритиш-Колумбии. Да, пару раз я заставал снегопад. Ну или для тех, кто едет в горы, знаете, высоко в горах там всегда снег. Вот так вот, отель, в котором есть спа, не говоря уже о спортзале и бассейне. Не самый простой Holiday Inn. Передаю зрителям привет. Стрёмненький номер. Точнее, дверь стрёмненькая. Не самая нарядная. Прямо у входа чайник. А точнее кофемашинка. Санузел. Не знаю, что вы тут ожидаете увидеть, но санузел как санузел с душевой кабиной. Прикольное зеркало. Очень большое, двустворчатое. Неужели шкаф? Нет, зеркало такое. Ну и двуспальные кровати, 2 штуки. Что-то я не получил сегодня апгрейд до сьюта. Ну да ладно, так сойдет. Выглянем в окно. Снова я, всем привет. Все-таки я не поленился и вылез на вечернюю прогулку. Город живет. Пожалуй, единственный город в Канаде, где есть троллейбус. Глюкает вам на экран. Это витрина такая. Это куда мы идем? На мост. Мы здесь. Мост. Вот он. На мосту и пешеходная, и велодорожка. Смотрите, не перепутайте. Там параллельно еще один мост, и по нему едут машины. С
С моста открывается потрясающий вид. На этот остров я попытаюсь дойти завтра. Ну а сегодня просто посмотрю на набережную, что видно. А виды хороши. Сразу видно, что Ванкувер – большой современный город. По уровню развития городской среды однозначно самый крутой город Канады. Опять вид на второй мост. Паромщики плавают. За рекой город продолжается. Куча высоток. О, внизу это же порт. И паромчик. Но мы назад. Возвращаемся в центр города. Вы знаете, что я тут балдею? Вы посмотрите, какая ширина тротуаров. Пешеходам есть где разойтись. Автосалон Toyota, вы посмотрите. Трехэтажный. Прикольно, у них там лифт есть для того, чтобы поднимать машины наверх. Как бы это разглядеть? Эти струи воды, падающие с неба. Часа ночью не видно. А на этой бензозаправке я заправлял свой автомобиль, когда впервые приезжал в Ванкувер 13 лет тому назад. Но все еще помню. Да что-то путаю, 13 лет и 11 лет. Оба числа простые, вот просто и путаю. Еще одна психоделическая витрина. А это фасад госпиталя такой. Посмотрите. Чудесно же. Это от спонсоров. Пожертвуешь суммы госпиталю, и звезду с твоим именем повесят. Чем больше денег дашь, тем больше будет звезда. Возвращаюсь в отель. Это был длинный день. До завтра. Ресторанчик при отеле неплох. С баром. На завтрак выбрал европейский вариант. Обожаю подземные парковки. Не надо чистить машину, если есть снег. Хотя о чем я? Снег в Ванкувере? День 2. Поехали. Помните, вечером видели второй мост? Так вот, сейчас мы по нему поедем. Видите, как дома просвечивают сквозь туман. Лошадка. Ёжик! По напаркованным машинам понятно, с парковкой здесь туго. Опять парк, сегодня в тумане. Сегодня снова университет, то же самое место. Та же парковка. Вот сегодня такие виды открываются с парковки. Не видно ничего. Туман. Обещают, что оплата будет доступна на первом этаже.
этаж. С этой стороны лифтов нет, они только с одной стороны. Идем по указателям. Обманули, тут нету терминала для оплаты. Пойдем на другую сторону, где были вчера. В тумане деревья выглядят еще более по-осеннему. Ну все, я дошел до вечера. Внутри снимать не буду. Конфиденциальность. На обед кофе в любимом кафе. Закончил в 6 вечера, уже совсем темно. Так что не получится поснимать сегодня дорогу. Зато какая сегодня луна. А это я под мостом. Но я здесь не ночую сегодня, а иду под мост на полуостров, который был вчера весь в огоньках. Сейчас все покажу. Место называется Грандвилл Айленд. Весь остров — это кафешки, магазинчики. В общем, зона для культурного отдыха. В таких местах можно съемку не останавливать, а прямо так бродить и только головой вертеть. Но, чтобы вам не заскучать, дальше я ускорю съемку в 3 раза, и мы как бы объедем все верхом на ослике. Все пусто, не сезон. Мне кажется, я очень надеюсь, что вам хватит света, чтобы все это тоже разглядеть вместе со мной. Вот он мост, на котором были вчера. А вот там зеленый огонек маленького паромчика. Городские пейзажи. Все плотно застроено. Только сейчас заметил, у этого паромчика-то двигатель работает. Урчит. И вон только водичка охлаждения за борт льется. Есть яхты и побольше. И опять мы видим тот самый второй мост.
Паромчик причаливает и тут же отчаливает другой, освобождая ему место. Такое ощущение, что они часов до 9 вечера плавают. И, по-моему, существует проездной на один день. Можно купить и вот всю эту водную поверхность обплавать. Вон там, не знаю, видно вам или нет, Dragon Boat. Это такая большая-большая каноэ. И при свете огня гребут. Если коллективный спорт вас не устраивает, всегда есть маневр для чего-то индивидуального. Вот этот гребет один. Но для такого ленивого, как я, вот надо плавать на механизированных судах. На моторе. Крутое место, если бы не холод, а сегодня плюс 4. Такую погоду я называю холодильник. То здесь гулялось бы замечательно. Зато когда нет машины, народа, это все можно аккуратненько отснять, никому не мешая. Только сразу предупрежу, в туристический сезон на парковку здесь не рассчитывайте, места не найдете. Прикольно, можно арендовать лодки и отсюда сплавать на рыбалку. Не только на рыбалку, можно просто покататься на водном велосипеде. Еще немного крутых витрин. И крутых фонтанов. Машинки от Альфа Ромео. А через дорогу Тесла продают. Салон Тесла. А вот в этой лавочке на углу и Бентли продают. Гранвилл Айленд Автоцентр. Бентли. Я сначала думал, что заблудился, а меня, оказывается, на второй мост навигатор вывел. Пойдем пешком по другому мосту. Звучит устрашающе. Пешеходный переход. Для спортивных людей. Не ходите сюда с детьми. Светит луна, и над водой поднимается туман. Мост будет повыше, чем тот, по которому мы уже ходили.
Вот там внизу мы недавно бродили под мостом. Очень шумно, извините. Видно, как налетает туман. Очень холодно. Мало того, что ночь, еще и туман. Ни черта уже в кадле не видно. Нам же топать в сторону центра. Немного осталось. Полцарства за кружку чая горячего. Поскорее в отель греться. А вот еще украшение улицы недалеко от отеля. И пальма рядом с отелем. Все, я дошел. Вчера еще удивился, что чайника нет. Обычно в Ванкувере в отелях есть чайник. Они его на полочку спрятали. Я спасен, чашка горячего чая будет. Сегодня на завтрак омлет. День 3. Поехали. Звучит как день сурка, но да, работа она такая. Опять туман, инопланетян. Всю большую длинную съемку какой-то, все в тумане. Вот так вот. Солнце побеждает туман. Здесь свернусь. Моя тень и иней на траве. Ну что, я почти дошел. Иду работать до вечера. Работа закончена. Иду на паркинг. А по городу моей тулбокс. Вы поняли, что все, время покидать Ванкувер. Но посмотрим кое-что еще. И покажу кое-что. Это не абы что, а Стэнли Парк. Видите, знаменитый мост. И горы за спиной. Я подумал, что если не покажу это, вы меня не простите. Скажете, в Ванкувере не был.
вдоль воды идет чудесная пешеходная набережная. И одно удовольствие гулять здесь. На той стороне видны снежные макушки гор. Видите, облако за мостом, оно висит ниже верхушки горы. Поэтому, если вы живете на верхушке горы, вы как Зевс можете наблюдать небеса сверху. Кто знает, что это за желтая куча на том берегу? Пишите коммент. Я же говорил, все покажу. Вот, иду по набережной и все показываю. Вид на порт города Ванкувер. И нам открывается вид на центр города. Солнце светит неудачно. Но идею вы поняли. Смотровая площадка порта Ванкувер. Где-то там Капеллана, подвесной мост. Двигаемся дальше. Не знаю, чего пишут, что купаться нельзя. Водичка очень чистая. Несмотря на то, что порт. Скорее всего, для безопасности, чтобы никто ничем не задавил. Ни яхтой, ни самолетом. Эх, опять все затягивается туманом. Пока не густым, но видимость уже плоха. А так я хотел бы показать в центре кадра, на той стороне, это конференц-центр. И вот в него я и приезжал 13 лет назад на конференцию. Вон тот мост, за которым идет дым. Часть трансканадской дороги Highway 1. Я думаю, он идет до парома, и там в Нанайма. Как на солнышке-то хорошо. А вот эта штука за моей спиной, про нее я чуть попозже покажу, что это такое и что делает. Да ладно, что тянуть-то? Это пушка, причем автоматическая. И ровно в 9 вечера она стреляет холостым зарядом. Перед выстрелом предупреждение. Очень громко, обязательно закрывайте уши, если рядом. Что-то вода низкая, отлив, что ли. Вот такой вот он, Стэнли Парк.
сильное место. Это мы еще про аквариум, или как по-русски, океанариум, не поговорили. Все, это мы идем назад уже в машину. Ну, вы видите, да, что это елочку рождественскую монтируют перед художественной галереей. Ой, хорошо. Стрелочку дали, чтобы пешеходов не давить. Говорят, что Ванкувер дождливый город. Не было такого. Туман был, дождя не было. Солнце светит и в день прилета, и сегодня. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк. Увидимся в следующем видео.